В течение 70 тысяч лет вулкан Тафтан успешно убеждал всех в том, что он потух. Но новые спутниковые снимки показывают, что его вершина поднимается, словно что-то внутри растягивает его, переворачивает и разминает шею после самого долгого в мире сна. Ученые этому совсем не рады. Так что давайте разберемся, есть ли у вас тоже повод для беспокойства. Вулканы могут просыпаться, когда землетрясения встряхивают их или штормы влияют на подземные воды. Но ученые все проверили. На юго-востоке Ирана, где расположен вулкан, не было ни крупных землетрясений, ни проливных дождей. Значит, Тафтан приводится в движение давлением газа или магмы. Это похоже на запечатанную банку с газировкой, которая нагревается изнутри. Еще до того, как вы услышите шипение, давление беззвучно нарастает, ища слабое место. Вот почему движение Тафтана – это такой серьезный тревожный сигнал. Изменения давления означают новую внутреннюю активность. К тому же источник давления под поверхностью находится на глубине всего от 1600 до 2700 футов, примерно 500-800 метров. Для вулкана это совсем немного. Когда источник давления находится так близко к дневному свету, это может вызвать небольшие взрывы пара или газа, даже если лава никогда не коснется поверхности. Этот тип взрыва, называемый фреатическим, происходит, когда подземные воды нагреваются так быстро, что взрываются, как гигантская скороварка. В голливудских фильмах извержения вулканов всегда выглядят как реки лавы, преследующие людей по улицам. Но паровые взрывы другие, они коварные и непредсказуемые. В одну минуту все выглядит спокойно, а в следующую камни и перегретый пар вырываются в воздух, словно земля чихнула с мощностью реактивного двигателя. Для Тафтана это именно тот сценарий, которого опасаются ученые. Вам не нужны потоки лавы, чтобы вызвать разрушение. Паровой взрыв может подбрасывать валуны размером с автомобиль и выбрасывать облака пепла на 1000 футов вверх. Даже если вы живете далеко от Ирана, Тафтан – это не просто локальная проблема. Вулканы выдыхают газы, которые путешествуют вместе с ветром. И когда Тафтан активен, он производит выбросы с высоким содержанием серы. Диоксид серы не просто плохо пахнет, он ухудшает качество воздуха, раздражает легкие и вступает в реакции в атмосфере, образуя частицы, которые могут затмевать солнечный свет и понижать температуру. Это означает, что соседние страны могут ощутить последствия, даже если никогда не увидят сам вулкан. И если фреатический взрыв выбросит пепел достаточно высоко, он может дрейфовать на международные воздушные трассы, словно вулканическое конфетти, о котором никто не просил. Даже небольшие извержения могут иметь волновой эффект. Помните тот случай, когда в 2010 году взорвался вулкан в Исландии, с названием, которое я никогда не произнесу правильно? Это нарушило все авиасообщения через Атлантику. И в нашем случае скромный шлейф пепла, дрейфующий в важные воздушные коридоры, может остановить полеты по всему Ближнему Востоку, Южной Азии и за их пределами. Знаете ли, газовые выбросы не уважают границы. Они дрейфуют, смешиваются и оседают там, где ветер решит их сбросить. Ладно, все это звучит довольно жутко, но с современными датчиками ученые должны узнать об извержении заранее, верно? Не совсем. Поскольку Тафтан находится в очень отдаленном регионе, установка там станций мониторинга – дело сложное, дорогое и, честно говоря, никогда не было приоритетом, потому что все считали, что с этим вулканом покончено. Так что прямо сейчас большую часть работы выполняют спутники, а не наземные приборы. Спутники видят общую картину, но приборы на горе добавляют детали. И именно поэтому было так важно переквалифицировать Тафтан из потухшего в спящий, потому что за спящими вулканами нужен круглосуточный присмотр.
Когда вулкан называют потухшим, страны не вкладывают средства в планы эвакуации, карты опасностей или оборудование для мониторинга. Изменение статуса Тафтана заставило всех, от местных чиновников до мировых ученых, признать, что он может вызвать проблемы. А это значит готовиться к пеплопадам, выбросам газа, внезапным извержениям и решать долгосрочные вопросы. Вопросы вроде «А что, если это пробуждение не временно? Что, если это начало совершенно нового цикла активности?» В долгосрочной перспективе Тафтан может снова успокоиться или вступить в период возобновившейся активности. Вулканы не живут по человеческому расписанию. Краткосрочная фаза для вулкана может длиться дни или годы, а поднятие вершины может означать движение магмы на глубине, а не просто поверхностную отрыжку. За 10 месяцев, с июля 2023 по май 2024 года, она поднялась примерно на 3,5 дюйма, около 9 сантиметров. Подъем горы похож на вдох Земли, и если Земля вдыхает слишком глубоко, она в конце концов выдыхает. А на вулканическом языке этот выдох не сулит ничего хорошего. Прямо сейчас Тафтан вдыхает, и никто не знает, когда он планирует выдохнуть. Это уже звучит как излишняя драма, но дальше больше. Больше. Некоторые из самых больших и злых супервулканов на Земле начинают просыпаться. Когда один из этих монстров извергается, это чувствует вся планета, даже люди, живущие за тысячи миль. Ученые обеспокоены, потому что суперизвержение может развиваться быстрее, чем мы успеем заготовить еду, эвакуировать города или справиться с хаосом после. Вот что делает супервулканы такими пугающими. Не только взрыв, но и то, как мало времени у нас может быть на реакцию. Если вы живете недалеко от Неаполя, вы уже знаете, по крайней мере, об одном супервулкане и о том, как он себя ведет. Улицы трескаются, пар сочится из земли, гавань заполняется осадками, а рои мелких землетрясений дребезжат окнами, как подземный гром. Все это исходит от флегрейских полей, Кампи Флегрей, массивной кальдеры супервулкана, который в последний раз извергался в 1538 году. Годами ученые читали эти сигналы как классические предупреждения о подъеме магмы, но два недавних исследования, одно в 2023 и другое в 2025 году, полностью изменили наше понимание того, что происходит на самом деле. И, как ни удивительно, вместе с опасностью они принесли немного надежды. В 2023 году исследования сосредоточились на углекислом газе. Газе, который вулканы выбрасывают, когда магма начинает действовать. На флегрейских полях уровень СО2 подскочил после 2005 года примерно до 4000, 5000 тонн в день, что звучит как быстрый подъем магмы. Но когда ученые проверили другие газы, такие как азот и гелий, химический состав совсем не соответствовал этой идее. Оказалось, что лишний К2 поступал не от поднимающейся магмы, а от сверхгорячих подземных жидкостей, которые варят окружающие породы и сами выделяют газ. В исследовании 2025 года лабораторные эксперименты показали, что тряска происходит в основном из-за запечатанного подземного резервуара с водой и паром. Когда эта природная крышка удерживает давление, она в конечном итоге трескается, выпуская пар и вызывая внезапные толчки, которые люди ощущают на поверхности. Эта идея также объясняет то, что всегда сбивало ученых с толку. Землетрясения обычно начинаются близко к поверхности, а затем уходят глубже, что противоположно тому, что делала бы поднимающаяся магма. После сильнейшей тряски Земля часто немного проседает, как медленно сдувающийся шарик, если выпустить из него немного воздуха. Ничто из этого, однако, не означает, что флегрейские поля внезапно стали безопасными. Магма все еще находится глубоко под землей, и паровые взрывы все еще могут выбрасывать камни, пепел и раскаленный газ без какого-либо предупреждения со стороны лавы.
Что действительно изменилось, так это то, как ученые оценивают опасность. Просто наблюдать и ждать уже недостаточно. Если бы у человечества было всего 12 месяцев предупреждения перед извержением супервулкана, нам пришлось бы очень туго. Накапливать еду, переселять людей, поддерживать цепочки поставок живыми – все это казалось бы почти невозможным. Но не паникуйте пока, потому что извержения супервулканов чрезвычайно редкие. Последнее произошло около 26 500 лет назад в Новой Зеландии. В среднем ученые считают, что суперизвержение происходит примерно раз в 100 тысяч лет. Но Земля не следует четким расписаниям, как календарь. Иногда эти извержения группируются ближе друг к другу, а затем планета затихает на долгое время. 2 массивных суперизвержения потрясли планету за последние 100 тысяч лет. Около 74 тысяч лет назад индонезийский вулкан Тоба взорвался с такой силой, что засыпал пеплом Азию, понизил температуру по всему миру и, возможно, поставил ранних людей на грань вымирания. Затем, около 26 500 лет назад, новозеландский вулкан Таупо произвел извержение, покрыв огромные территории пеплом и изменив ландшафт, который мы видим сегодня. Всегда есть шанс, что еще одно суперизвержение может произойти раньше, чем мы ожидаем. Эта неопределенность и не дает ученым спать по ночам. На сегодня это все. Так что, если вы утолили свое любопытство, поставьте видео лайк и поделитесь им с друзьями.